Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делюсь с вами, наверное, самым быстрым вариантом всемирно известного рождественского рулета бюш де Нуэль, то есть рождественское полено. Я здесь выпекать ничего не буду. Это на тот случай рецепт, когда уже нет совершенно времени ни на выпечку, и возможности бывает нет на выпечку у хозяйки перед праздниками. И готовится он буквально из 3 ингредиентов, без преувеличения. Итак, сначала приготовим крем. 200 мл сливок я довела практически до кипения. Сливки не менее 30% жирности нужно брать. Добавляю туда 200 грамм шоколада, 40% какао. У меня молочный шоколад. Максимально здесь берите 50% какао в шоколаде, иначе будет горчить масса. Растворила все. Здесь у меня 300 мл таких же сливок, то есть этого же продукта, но уже очень холодного. Добавляю сейчас туда всю шоколадную массу, перемешиваю и убираю в морозилку буквально на 10-15 минут. Можете на полчаса убрать в обычную холодильную камеру. В принципе, масса уже прохладная, но нам не нужно, чтобы она ни в коем случае замерзла в камень, просто чтобы она остыла для взбивания. Если у вас будет свободная минутка в вашем графике предпраздничном, можете даже за полдня заранее поставить эту массу охлаждаться, просто в холодильник. И в это время я уже подготавливаю печенье савойярди. Как было заявлено в начале ролика, то, что из 3 ингредиентов будем готовить этот десерт, если придерживаться этого принципа, нужно вместо молока для пропитки брать просто кипяченую воду, потому что она ничего не стоит, и поэтому можете тогда ее использовать. Как раз пока я пропитывала палочки, как раз кремовая масса у меня уже остыла в морозилке, и я взбиваю ее сейчас до устойчивых пиков. Она обязательно взобьется, потому что шоколада здесь очень большое количество, с очень большим процентом какао. Все будет очень вкусно и делается все предельно просто. Крем будет держать пики. Сейчас в начинку я выкладываю примерно 3/4 крема, и 1/4 крема я оставляю для украшения. Хочу сразу сказать, что в пропитку вы, конечно же, можете добавить ром, коньяк, если вы готовите это все для взрослых. Также в начинку вы можете добавлять различные ягоды, фрукты, консервированную вишню, персики, мандарины. Все, что вам нравится. Также тертый шоколад можете посыпать сюда в начинку, кто любит очень шоколадные десерты. Здесь я отрезала от рулона пекарской бумаги, более такой длинный отрезок бумаги, чем мы берем на обычный противень. Так удобнее будет сворачивать, либо же берите просто обычную пищевую пленку и заворачивайте в ней. Я уберу сейчас буквально на полчаса весь этот рулет в морозилку, чтобы он там очень хорошо схватился. Вы же можете на 1, может быть 2 часа, если вам позволяет время, убрать просто в холодильник. И когда будете пропитывать вот эти палочки савойярди, смотрите, чтобы они у вас были хорошо пропитаны, потому что от этого крема они потом особо не пропитаются. Но в то же время придерживайтесь того, чтобы они у вас не превратились в кашу во время пропитки. То есть нужно будет потренироваться на паре первых штук, чтобы вам брать определенное количество жидкости на каждую палочку. Достала я уже из холодильника свой рулет. Снимается прекрасно эта пекарская бумага, то есть все будет прекрасно держать форму. Крем я слегка убирала в холодильник, то есть я его буквально через 10 минут опять достала, поставила просто в прохладное место. Для украшения я имею в виду. Если вам покажется, что крем для украшения немножко стал терять форму, вы просто можете добавить туда 1 чайную ложку какао-порошка. Сразу же зафиксирует это крем, и цвет самого вот этого полена будет отличаться от внутреннего начиночного крема, и так будет даже более эффектно смотреться этот десерт. При помощи 2 шпателей я переношу сейчас уже на то блюдо, на котором будет подаваться этот рулет. Из насадки 2D я украшаю оставшимся кремом. И получаются у меня вот такие завитки превосходные. Вы можете не делать никаких здесь завитков. Это просто моя такая идея дополнительная к украшению. Маленьким острым ножом я делаю такую имитацию коры. Вы можете обычной вилкой это тоже делать. Это кому как нравится. Можете посыпать все это непосредственно перед подачей сахарной пудрой, если вы не хотите эти завитки делать. Я же украшаю вот в данном случае так завитками. Вы можете также характерный срез сделать, как у вот этого рождественского полена знаменитого бюш де Нуэль. И также приставить сбоку вот этот вот отрезок, чтобы у вас смотрелось как бы из 2 таких. Был бы такой сучок, скажем так. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Можно ли наполнять этот рулет заварным кремом? Конечно же можно. Просто целью этого видео было донести именно как самым быстрым способом уже в ситуации, когда совершенно нет времени на выпечку, сделать роскошный рождественский новогодний десерт. Украшаю здесь просто клюквой и розмарином. Все на ваше усмотрение, то есть предела фантазии здесь нет. Как я уже сказала, начинять вы его можете абсолютно любыми начинками. Будет только вкуснее еще. Я вам ссылочку, как приготовить вкуснейший рулет ванильный, тоже оставлю в описании к данному видео. Как приготовить рулет торнадо, тоже все оставлю. Но можно и вот такой вариант использовать. Нежнейший десерт получается. Он прекрасно надламывается вилкой, превосходно держит форму. Главное, пропитайте хорошо. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.